Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом научить аутичного ребенка успокаиваться. Первое, что важно сделать, это дать ребенку стабильное расписание. Он должен четко знать, в какое время что он будет делать. Для этого можно использовать визуальные стимулы, можно использовать список дел на сегодняшний день, можно использовать также переносное расписание. Какой именно вид визуального расписания применить к вашему ребенку, будет зависеть от развитости его навыков, в том числе навыков визуального восприятия, и умеет ли он читать и понимать прочитанное. Сейчас мы разберем несколько видов расписания. Первый вид – это визуальное расписание с использованием картинок. Картинки могут располагаться как в вертикальном порядке, так и в горизонтальной последовательности. Выбор расположения картинок зависит от предпочтения вашего ребенка. Какую последовательность он лучше распознает, вертикальную или же горизонтальную, слева направо или справа налево. Также это все дело индивидуальное. Рядом с изображением деятельности вы пишете время этой деятельности. И непосредственно вблизи расписания стоит электронный будильник с электронными цифрами. Каким образом выглядит использование этого расписания? Вы подводите ребенка, показываете 8:00 завтрак, показываете на часы 8:00, 8:00 соотносите со временем в расписании, завтрак, идем завтракать. Далее 9:00 идем на прогулку. Точно таким же образом соотносите время на будильнике и время в расписании и идете одеваться. Что очень важно на этом этапе? Четкое следование времени в расписании. То есть, если у вас время указано 8:00, то как только на будильнике 8:00, вы сразу соотносите и идете это делать. Это очень важно. По мере повторения вы будете уменьшать подсказку. То есть, например, вы показываете будильник 8:00, переводите палец на расписание. Ребенок, если он говорящий, проговаривает 8:00. И вы говорите, что у нас? Он говорит, прогулка, к примеру. Да? Постепенно ребенок научится самостоятельно подходить к расписанию и соотносить время текущее со временем в расписании. Чем хорошо использование такого визуального расписания? Тем, что ребенок контролирует происходящие действия с ним. Одно дело, если ребенок сидит и играет, и вдруг приходит мама, берет его за руку и говорит, идем кушать. Он вообще не собирался кушать, получает свое удовольствие от процесса. Он предполагал поиграть еще значительное количество времени, пока ему это не надоест. А здесь вдруг его выдергивают и переключают на следующую деятельность. Это стрессовая ситуация. Когда у аутичного ребенка нет расписания, он находится в таком стрессе круглые сутки. Поэтому очень важно дать ребенку какое-то ощущение стабильности, ощущение, что он контролирует происходящее. Следующий вид расписания подходит для детей, которые читают и понимают прочитанное. Здесь все очень просто. Вы пишете просто словами. 8:00 завтрак, 9:00 прогулка, 10:00 аботерапия, 11:00 логопед. То есть ваше расписание вы просто заносите в список с точным указанием времени. Точно так же рядом с расписанием стоит электронный будильник, и ребенок учится соотносить время на будильнике и время в расписании. И третий вид расписания, он может быть основным, может быть дополнительным. Что это такое? Это расписание, которое вы носите с собой, переносной вариант, в маленьком фотоальбомчике. Помните, у нас раньше в каждом доме были маленькие фотоальбомы с мягкой обложкой, из которых можно легко достать фотографию маленького формата и положить в нее другую фотографию. Вот такие фотоальбомы вы используете. У вас есть несколько карточек, которые вы носите с собой. Можно положить их в последнее отделение фотоальбома. Когда вы выходите из дома и стоите на остановке, у вас может быть первая картинка. Мы стоим на остановке, ждем автобус. Вторая картинка. Мы сели в автобус, и ты читаешь, например, комиксы. Третья картинка. Мы выходим из автобуса. И четвертая картинка. Ты идешь на занятия к логопеду Насте. Да?
Таким образом, ситуация дороги до помещения, где работает логопед, становится предсказуемой и контролируемой. У ребенка не возникает стресса от того, что он не понимает, как он поедет, куда он поедет, и, в принципе, он, может быть, не любит ездить в автобусе. Но когда вы показываете, что мы сейчас вот проедем в автобусе, затем ты выйдешь, и будет встреча с твоим любимым логопедом Настей, а потом мы, например, поедем к бабушке. Да? То есть в конце есть что-то приятное, например, бабушка, если Настя, к сожалению, не является мотивационным стимулом. А хорошо бы, чтобы была. Вот. То есть это третий вариант. В принципе, можно в такой маленький фотоальбом помещать все расписание в течение дня. Обычно более удобный формат – это мы размещаем дома стабильное, стационарное визуальное расписание на всю неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. И с собой у нас есть маленький фотоальбомчик, детализирующий события. Как именно мы поедем на занятия к логопеду? Как именно мы поедем к бабушке? Например, мы поедем на электричке в пригород. Да? Тогда то же самое. Мы покупаем билет в метро, мы доезжаем до нужной нам станции, до вокзала. Затем мы ждем поезд. Возможно, мы ждем поезд 20 минут или 30 минут. Затем мы садимся в поезд. Что мы делаем в поезде? Мы перекусываем, мы пьем чай из термоса, да? И затем мы доезжаем до бабушки. То есть переносной маленький вариант удобен для детализации расписания, детализации событий. Таким образом, визуальное расписание служит для ребенка аналогом наших собственных записей. Представьте, что у вас нет расписания на текущий день. Вы взрослый человек, у вас есть взрослые обязанности и потребности. Например, вам нужно к 9 часам отвезти ребенка в садик, затем вам нужно приготовить покушать для всей семьи, затем вам нужно успеть на работу, к примеру, к 11:30, да? Затем вам нужно в 4 часа забрать ребенка из садика, покормить всех ужином и так далее, и так далее. У вас есть в телефоне для этого записи. 11:00 события, 14:00 события, 16:00 события. Такое расписание дает вам спокойствие, что вы точно ничего не упустите, что вы точно все успеете. Или же вы записываете себе расписание на день в органайзер, да, при помощи ручки. Точно так же вы заглядываете в органайзер и понимаете, когда, что вам предстоит сделать. Это дает чувство контроля над собственной жизнью. Точно так же, давая расписание ребенку, мы даем ему ощущение, что он что-то контролирует в своей жизни. Это очень важное основание для ощущения стабильности, для спокойствия ребенка. Поэтому, пожалуйста, как можно скорее введите визуальное расписание или словесное расписание в жизнь вашего ребенка. Всего вам доброго, стабильности и спокойствия вашим детям. До свидания.